Пик Победы – самый северный и сложный семитысячник бывшего Советского Союза. Первое успешное восхождение удалось совершить лишь в 1956 году, а первое зимнее восхождение лишь в 1990. Напомню, что на Эверест поднялись уже в 1953, то есть на Победу поднялись аж через 3 года после успешного восхождения на Эверест. Постоянная непогода, большой риск схода лавин, сильнейшие ветра на гребне – все это делает Победу неприступной в некоторые сезоны. И бывают годы, когда на вершину не удается подняться просто никому. За всю историю на вершину поднялось чуть более 900 восходителей. При этом погибло более 70. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний. И сегодня мы подготовили для вас выпуск новостей с пика Победы в сезоне 2021 года. Тем временем вы скажите мне в комментариях, следили ли вы за новостями на этой вершине, на Победе, или следите только за новостями на восьмитысячниках, например. А я продолжу. Сезон 2021 года ознаменовался успешным восхождением 21 альпиниста с 5 разных стран. Из них 18 мужчин и 3 женщины. От Украины на вершине было 4 восходителя. Это Андрей Вергелис с канала «Горная болезнь». Уверен, за ним вы следите и его вы смотрите. На всякий случай ссылочку оставлю, потому что он снимает крутые видосы. И о Победе тоже скоро выйдет выпуск. Или не скоро. Был Владимир Ланько, с которым вместе мы были на Манаслу в 2017 году, а также Сергей и Татьяна Кривошеевы. Все 4 успешно поднялись на вершину и безопасно спустились. И это, пожалуй, самое массовое восхождение украинцев на Победу. Но, к сожалению, в этом сезоне не обошлось и без трагедий. По сообщениям от наших ребят и других команд, которые были на горе, в 3 отдельных трагедиях пропало без вести, уже можно утверждать, что погибло 3 альпинистов. Это британка иранского происхождения Мехри Джафари, иранец Реза Адине, а также россиянин Валентин Михайлов. О каждой из этих трагедий я расскажу чуть более детально и раскрыто. Первое сообщение о трагедии с пика Победы пришло 4 августа. Тогда, сорвавшись с высоты 6300 метров, пропала без вести британка Мехри Джафари. Она ранее регулярно совершала одиночные восхождения, в том числе поднялась в 2008 году на пик Хантенгри, это соседний с Победой семитысячник, и тем самым стал первой женщиной с Ирана на этой вершине. В 2021 году Джафари планировала подняться на пик Ленина и пик Победы в рамках своего прошлого незавершенного проекта и планировала сделать это самостоятельно. Но после неудачного одиночного перехода из базового лагеря Победы в первый лагерь, который на высоте 4500, Мехри примкнула к иранской команде и отправилась с ними штурмовать вершину. Но она была травмирована, недостаточно акклиматизирована, и как ни пыталась угнаться за ребятами, все равно все время отставала. И решила развернуться примерно в 16:00 4 августа на отметке 6300 метров. Она сама спускалась, и она сорвалась, соскользнула с гребня и упала в направлении ледника Дикий. Венгерские альпинисты Альберт Ковач и Петер Витис стали очевидцами данного срыва и данной трагедии, но они не были до конца уверены, погибла ли Мехри во время падения. В то же время данный участок ледника Дикий, куда она упала, он очень крутой и пестрит глубокими трещинами, поэтому шансов выжить у нее фактически не было. Была чуть позже организована поисковая операция, был облет на вертолете, но удалось найти только ее спальник. Буквально через несколько дней, уже 7 августа, во время штурма с вершины сорвался на китайскую сторону другой иранский альпинист Реза Адине. На скальном участке он оступился и начал свое падение по крутому снежному склону. У него не было с собой ледоруба, и он пытался задержаться
трекинговыми палками. В результате, набрав скорость и проскользил 80-100 метров, задержаться ему так и не удалось. Он слетел на китайскую сторону с крутого скального обрыва. Свидетелем происшествия был Андрей Вергилис, и чуть позже выяснилось, что в иранской команде с собой не было даже достаточно длинной веревки, чтобы организовать поисковую операцию. Украинская команда им предложила свою, на что иранцы сказали: не, ребята, знаете, мы сначала поднимемся на вершину, а потом будем искать нашего товарища. Также Андрей отметил, что в базовом лагере было достаточно много иранцев, но поисково-спасательные операции так и не были проведены. Никто не отправился искать пропавших без вести Мехри и Резы. На следующий день на горе развернулась еще одна трагедия. 8 августа во время спасработ на Победе по маршруту Абалакова погиб российский альпинист Валентин Михайлов. Под ним обрушился снежный карниз. Михайлов в составе группы вышел на помощь терпящей бедствия питерской команде «Штурм». Они поднимались на вершину вслед за группой Николая Тутмянина, которые поднялись в этом сезоне первыми, тем самым символически распечатав гору. Вторая группа, которая шла одной связкой, примерно в 10 часов вечера сорвалась и задержалась в трещине. Ребята довольно сильно травмировались и нуждались в помощи. Далее с 6900 примерно до 5600 первая группа помогала спускаться второй. Примерно на 5650 идущие вниз встретились с высланной им навстречу командой спасателей с базового лагеря, в которой и был Валентин Михайлов. По словам Николая Тутмянина, сам Валентин шел без веревки и пытался направить часть пострадавших тоже без веревки по довольно простому участку, пока они не упрутся в следующий крутяк. Как считают, косвенной причиной гибели Валентина Михайлова могло послужить то, что группа Тутмянина довольно длительное время тропила над карнизом, который сорвался вместе с Валентином. Карниз не выдержал дневную нагрузку, может, он где-то подтаял, где-то его перетропили, а создать параллельную, более надежную тропу спасатели не успели. Хочется поздравить наших ребят с этой великой горой и выразить сочувствие всем родным и близких погибших. Череда смертельных случаев на Победе в очередной раз заставляет задуматься о цене вершины, и эта цена иногда человеческая жизнь. Так что, друзья, понимаем всю серьезность и стараемся ходить в горы максимально безопасно. До встречи!